Начинаем обратный переход. Антигуа, Европа. Надеюсь, что все будет хорошо. Вчера весь день занимались подготовкой яхты. Все подготовили, все проверили, вроде все нормально. Погода нам сопутствует. Я пожелаю всем нам удачи. 7 футов под килем. Я уже говорю, в Атлантике это звучит как издевательство. 2 метра, да? Прямо перед выходом пошел дождь, и у нас начались проблемы с пассареллой. Фильм. Ну что, я очень рад вас снова здесь видеть. Надеюсь, что ваше путешествие обратно будет таким же успешным, как путешествие сюда. И желаю вам попутного ветра и 7 футов под килем. Спасибо. 19 апреля 2009 года яхта Сиблюс покидает Антигуа, выходит из Жоли Марин и берет курс на Азорские острова. Для того, чтобы выйти из Марины, необходимо было поднять киль, потому что глубина Жоли Марины недостаточно для того, чтобы такая яхта могла бы пройти в нее. Глубина в самых мелких местах меньше, чем 3,5 метра. Сейчас видите спящего индейца. Нос, руки, вот он так лежит. Пеликаны, которые сидят на столбах, большие, маленькие, средние пеликаны. Они ловят рыбу, ныряют, хватают ее, и частенько видны сидящие пеликаны, у которых из пасти торчит рыба. Прежде чем стартовать, мы решили искупаться. Все-таки 26 градусов, лазурная вода. Сами острова Карибского бассейна, они подразумевают отдых, отдых и только отдых. После того, как мы стартовали, появилась радуга. Радуга частенько бывала после дождя. Мы видели по 2-3 полукруга. Очень красивое зрелище. По пути на Азорские острова мы должны были пройти остров Барбуда. Это остров, который принадлежит Антигуа. Глубина между этими двумя островами порядка 30-40 метров. И в этих местах водится очень много рыбы. И не раз мы ловили там тунца. Поэтому мы закинули удочки. И тунец не заставил себя долго ждать. Тут же что-то клюнуло. Правда, шансов у нас не было никаких. Это что-то размотало абсолютно всю леску, которая была на бобине спиннинга. Домотала ее до конца, дернула, порвала и спокойно ушла с блесной и с 200 метрами лески. Наша скорость около 10 узлов. Лодка легко разрезает волну, и создается впечатление, что она летит над поверхностью. Потрясающие облака, которые постоянно меняют цвет. Утром и днем они светлые, а к ночи они становятся темные. Во многих вот этих вот черных облаках находится вода, и они несут в себе дождь. Маленькая кухня, на которой мы готовили себе еду. Комфорт, ветер, который свистит в ушах, и красивейший закат. Вот так вот прошел наш первый день похода. Спокойно и непринужденно. За тебя работает автопилот, а тебе остается в хорошую погоду только наслаждаться закатами, смотреть на природу, вдыхать соленый океанический воздух и думать, насколько прекрасен, красив и величественен океан, и насколько он постоянно разный, не похожий. Каждую секунду, каждую минуту океан меняется и становится другим. Парусная лодка отличается от моторной лодки, где ты можешь отдыхать и экипаж будет за тобой ухаживать. На парусной лодке мы предоставлены сами себе, и мы постоянно заняты работой. Мы и экипаж, мы и отдыхающие. Сами себе готовим, сами за собой убираем, сами чиним то, что сломали за день, или то, что ломается само по себе.
Постепенно ветер начал усиливаться и поменял направление. Несколько дней на переходе Антигуа-Азорские острова нам пришлось идти против ветра, примерно по 30 градусов к направлению ветра. Идти на лодке против ветра достаточно сложно. Лодку кренит, лодку качает, но это еще не самое страшное. Самое страшное, когда поднимается большая волна, и лодку начинает кидать с волны. 3-4 волны лодка может прорезать, но на 5-й волне она падает с гребня с глухим звуком, и нос ее зарывается в воду. Скорость лодки тормозится, но потом ветер опять наполняет паруса, лодка разгоняется и опять проходит 3-4 волны. И на 5-й волне опять падает вниз. Постоянно приходилось следить за площадью парусов. Каждому ветру нужен свой парус, своя площадь парусности. Поэтому ежедневно мы смотрели за состоянием ветра и погоды и ставили те паруса, которые наиболее оптимальны и надежны для данного ветра и данной волны. Прогноз погоды мы получали через спутниковый интернет. Прогноз погоды мы смотрели ежедневно. Кроме того, нам помогали из Москвы, присылая нам очередную сводку. Ходить в лодке, которая идет под креном, да еще ее кидает, крайне сложно. Сейчас крен около 20-22 градуса. Вы видите, полотенца отклонились, плита отклонилась, фартук отклонился. В такой лодке находиться внутри крайне тяжело. Первое, это укачивает. Второе, это абсолютно нельзя прогнозировать, где ты окажешься в следующий момент. В лодке у нас есть мусорный бачок. Большой мусорный бачок, примерно метр высотой, сделанный из нержавеющей стали. Очень удобный. Вот в этом мусорном бачке при этой качке мы побывали все. Не осталось ни одного из нас, кто не попал бы в этот мусорный бачок. Двигатель. Пришлось изучить устройство двигателя. Что произошло? Морская вода через выхлопную трубу при сильной качке и сильной волне попала внутрь двигателя. И сейчас ветер 20-25 узлов, ветер встречный, лодку кренит, и нам приходится вскрывать цилиндры двигателя для того, чтобы вылить оттуда воду. В хорошие дни хочется отдыхать на лодке. Поэтому, когда делать нечего, можно и постоять вверх головой. Подкренивать вверх головой. Идет уже, да? Или вот так вот. Или, например, поучиться взбираться на мачту. Или взять зубную щетку, взять специальную жидкость и чистить все детали из нержавейки, которые уже поржавели, для того, чтобы они были яркие и блестящие. Мы находимся прямо посередине пути между Антигуа и Азорскими островами. Погода хорошая, поэтому мы постоянно меняем паруса. Сейчас мы достали спиннакер и будем устанавливать спиннакер. Красивые волны, спокойный океан, шикарный отдых, солнце, очень комфортная температура, спиннакер на лодке. Все располагает к отдыху. В хорошую погоду хочется хорошо посидеть за ужином, съесть кусочек мяса, выпить бокальчик вина, насладиться морем, океаном и насладиться закатами. Редкое явление. Луна и солнце. Ну,
Ну, в океане это абсолютно обыденное явление. Луна постоянно видна тогда, когда еще присутствует солнце. Шикарные, красивые закаты. Но погода может резко измениться. И вот опять лодку начинает кренить, лодку начинает качать, лодку кидает. И все мы, уменьшив площадь парусности, взяв рифы, перестаем получать наслаждение и удовольствие. Как этот жук попал на лодку, никому не известно. Может быть, он из личинки вылупился у нас во время нашего перехода. Но погода может сразу поменяться, и лодку опять начнет кренить, качать, кидать. И перемещаться в такой лодке крайне-крайне сложно. Сделать несколько шагов на кренящейся, кидающейся, прыгающей, скачущей лодке очень-очень сложно. Особенно, если тебе надо донести кружку полную чая до поверхности. И выйти на поверхность, не расплескав чай. Закаты, закаты, все меняется в течение часа. Красивые закаты, спокойное море. Если волна, встречный ветер и лодку сильно качает, то обязательно надо использовать страховку для того, чтобы делать какие-то работы. Сейчас я иду чинить леер. Мы потеряли стойку леера. Видите, у нас леера болтаются. И я хочу каким-то образом закрепить леера. А вот очередной ремонт двигателя. Мы разбираем двигатель, пытаясь понять, что же реально произошло. Почему морская вода попадает в цилиндры двигателя. Это вопрос, на который должна еще будет ответить нам верфь. Потому что волнение было не сильным, ветер был не очень сильный. При таком ветре, конечно, обидно, когда в цилиндры двигателя попадает морская вода, и ты не можешь быть полностью уверен за двигатель. Комментарии излишни. Дельфины к нам приходили каждые 2 дня. Каждые 2 дня мы видели дельфинов. В Атлантике много дельфинов. Дельфины умные. Несмотря на то, что сзади лодки висят 2 спиннинга, и на них висят аппетитные, вкусные, большие искусственные кальмары, дельфины никогда не будут есть этих кальмаров. Технически этот переход был достаточно сложным. В Саргассовом море у нас отказал генератор. Большую часть пути мы прошли по Саргассовому морю. В Саргассовом море плавает большое количество бурых или буро-коричневых водорослей. Оказывается, что эти водоросли забились в фильтр генератора, и генератор не мог подавать воду в систему охлаждения. Поэтому сломалась крыльчатка водяного насоса, и генератор перегрелся и перестал работать. Мы сразу очень сильно расстроились, потому что на лодке электричество присутствует везде, и комфортная жизнь, она связана с электричеством. Что делать, если электричества нету? Это за штурвалом стоять сутки, не будешь использовать автопилот. Это может выйти из строя навигации, придется ориентироваться по звездам. Это масса неудобств, которые могут возникнуть в жизни при отсутствии электричества. А аккумуляторных батарей хватает исключительно на сутки. После этого уже их опять надо подзаряжать. Для того, чтобы подзаряжать аккумуляторные батареи, нам приходилось включать генератор примерно на 3-4 часа в день. И каждый день мы таким образом подзаряжали аккумуляторы, чтобы обеспечить себе комфортное существование. Очень много перед Португалией было медуз, ядовитых медуз, которые называются португальский кораблик. Эти медузы опасны для человека. Длина стрекательных щупалец у этих медуз достигает 6 метров. У человека может быть высокая температура, обширные ожоги, ну и даже может отказать сердце. Луна и Солнце. Солнце и Луна. Сергей Николаевич занимается ремонтом сумки для паруса. Сумка для паруса
была сшита так, что она стала расходиться по шву, поэтому пришлось сделать для нее специальное усиление, для того, чтобы комфортно и спокойно можно было бы вытаскивать паруса из парусного ящика. Sea Blues, название нашей лодки. Скорость 8-10 узлов. Средняя скорость у нас была всегда 8-10 узлов. И мы начинаем подходить к Азорским островам. Утро. В тумане начинают виднеться горы. Сказочный пейзаж. Абсолютно сказочный пейзаж. Очень красивые горы. Азорские острова вулканического происхождения. Это как бы вершина той горы, над которой мы шли весь переход от Антигуа к Азорским островам. Это самая высокая гора в Атлантическом океане. Рано утром 1 мая мы входим в город Хорту, Хорта-Марину. Это марина в центре острова Хорта. Маленький кальмар, которого мы совершенно случайно нашли на палубе, его выбросило волной. Нам на палубу выбрасывало летучих рыб, и вот выбросило кальмара. За этот переход нам выбросило всего 2 летучие рыбы и 1 кальмар. Приходим в марину и поднимаем желтый флаг, который означает карантин. Это значит, что на судне все здоровы, и мы просим разрешения властей сойти на берег. И подходим к бензоколонке, здание которой одновременно является и таможней, и границей, и бензоколонкой, и офисом марины. Здесь мы будем проходить границу. Паспорта нам поставили штампы о том, что мы вошли в еврозону. Азорские острова — это Португалия. Таможенница на французском языке попыталась что-то у меня спрашивать, но я ничего не понял. В конце концов она махнула рукой и сказала, что вроде бы все нормально, проходите. Очень такая сквозит во всем доброжелательности, простота всех формальных процедур, простота границы прохождения, простота таможни, простота постановки яхты на стоянку и крайне низкие цены. Стоянка яхты здесь за одни сутки обошлась нам в 32 евро. Сам город маленький и очень уютный. Много старых домов с красивой архитектурой, с видом на море. Не думаю, что здесь дома около моря имеют такую же ценность, как дома около моря на пляжных курортах, потому что все-таки достаточно сыро на этом острове. Очень много зелени, очень много воды, но очень немного солнца. Мы гуляем по улицам маленького города, исследуем магазины, исследуем цены и приятно удивляемся. Цены здесь на все продукты как минимум в 2 раза ниже, чем в Европе. А рыба стоит просто каких-то таких вообще непонятных денег. Мы покупали свежую рыбу на Хорте в магазине по цене 1,5 евро за килограмм. И весь запас еды в супермаркете, который мы купили на следующую неделю, обошелся нам в 200 евро. Так выглядят рыбацкие лодки. На лодке наверху вот стоит коробка, в которой на специальных приспособлениях намотана леска с множеством крючков. На эти крючки они сажают насадку, затем такая вот длинная дорожка волочится за вот этой вот лодочкой, она на медленном ходу объезжает вокруг острова и ловит рыбу. Красивые здания. Новых зданий мы на Хорте не видели. В основном архитектура вся столетней давности. А вот все перила на Хорте муниципальные сделаны из нержавейки, из нержавеющей стали. Дорого, но зато не ржавеет. Камни вулканического происхождения и дерево, которое море сделало просто
блестящим. Обед за 11 евро на троих. Обед за 11 евро на 3 персоны. Причем самая дорогая еда это у Сергея Николаевича. Его булка стоила аж 5. Вся марина разрисована вот такими вот картинами. Это традиция. Те яхтсмены, которые переходят Атлантику и приходят в Хорту, они рисуют картинки на стенах набережной в марине. И эти картинки оставляют. Но для этого нужна краска, некое умение, некое желание. 2 мая к нам прилетел Володя Ефремов. И дальнейший путь мы продолжали вчетвером. Вышли мы из Хорты 2 мая в 17 часов. Погода хорошая, но по прогнозу ветер будет усиливаться. Ветер у нас в течение всей ближайшей недели будет встречный, поэтому мы заранее подготовили все необходимые паруса, поставили inner sail, это маленький парус между стакселем и гротом, который рассчитан на штормовую погоду, и уже готовимся к тому, что переход будет непростой и тяжелый. Но первые 2-3 часа светит солнце, жизнь приносит удовольствие, и все выглядит крайне радужно. Нет, я не к тому, что посмотри, как Изменение погоды не заставило себя ждать. Как только немножко стемнело, сразу же усилился ветер, пошла сильная волна, и весь дальнейший переход мы вынуждены будем двигаться в очень сложных условиях погодных. Мы идем сейчас на север, сразу на Гибралтар, на восток мы выйти не сможем, потому что встречный ветер, поэтому мы вынуждены идти галсом. Приняли решение идти сутки на север, а затем поменять галс и уже идти прямо на Гибралтар. Если нам повезет с ветром и с погодой, и с тем прогнозом, который мы получили через спутниковый интернет, то мы вторым галсом должны четко дойти до Гибралтара. В связи с тем, что мы идем галсами, наш путь удлиняется. И вместо 1100 миль по прямой он становится 1300 миль. Ветер усиливается, волна усиливается, и лодку начинает бросать, кидать. И прогноз оправдывается. 3-4 волны лодка спокойно прорезает, на 5-й волне нос лодки падает вниз, раздается шлепок, лодку трясет, качает. Такая ситуация достаточно сложная. Когда лодка идет по ветру, ты получаешь удовольствие. Когда лодка идет долго против ветра, и тебе приходится лавироваться, это очень-очень-очень сложно. Лавировка в большую волну приносит противоречивые впечатления. Да? Думаешь, когда же все это закончится? Для лодки такой переход — это огромная нагрузка. Лодку всю трясет. И очень многие системы начинают выходить из строя. Мы разбираемся с генератором, мы разбираемся с двигателем, мы разбираемся с рулевым управлением. Постоянно, каждый день что-нибудь откручивается, что-нибудь ломается, и этим приходится заниматься, приходится чинить. Вот сейчас у нас взяты 3-й рифы. Все, дальше брать рифы некуда. Взяты 3-й рифы, поставлен inner sail, и мы начинаем двигаться. Хотя скорость ветра не очень большая, мы примерно 22 узла, и в принципе по ветру, если бы мы шли по ветру, то такое передвижение было бы очень комфортным и интересным. А когда идешь против ветра, то все воспринимается абсолютно по-другому. Пройти в каюту — проблема. Из каюты подняться наверх — проблема. Спать — проблема. Передвигаться — проблема. Все становится проблемой. 3 шага сделать внутри лодки крайне сложно. Что-то сделать очень и очень трудно. Лодку трясло так, что все, что было плохо на ней сделано, неаккуратно, то, что где была халтура, которая сделала вверх при постройке лодки, она вся вскрылась. Вот у нас взяла и отвалилась крышка спутникового телевидения. Даже 2 крышки. Одна большая, огромная, отвалилась, такая где-то метр примерно
в диаметре и метр высотой, а вторая маленькая, размером там где-то сантиметров 40 на 40. Вот. Хорошо, что мы ее увидели, Андрей ее увидел, мы ее поймали, и нам удалось ее обратно установить. Но мы потеряли 5 часов времени, а вторая защитная крышка просто улетела в океан, и вместо нее пришлось прикрутить банку из-под воды, из-под обычной питьевой воды, 5-литровая банка сейчас прикручена на краспице и является защитным кожухом спутникового телефона. 7 дней лавировки. Это 7 дней передвижения на лодке в позе паука. То есть обязательно должно быть не 3 точки у тебя, а 4 точки, которыми ты держишься за пространство. Еще 2 дня жопа. По прогнозу еще 2 дня будет совсем грустно, а потом ветер может поменяться и быть даже немножко попутным. А сейчас видите, как плита кренится. Тяжело, тяжело. В такую погоду крайне тяжело идти под парусами на кренящейся, качающейся, болтающейся лодке. Северный переход сильно отличается от южного перехода. Никакого сравнения. Если южный переход, когда мы шли из Европы на Антигуа в декабре месяце, больше напоминал праздник и отдых, рыбалку и загорание, то северный